Друзья, всем привет! Сегодня готовлю невероятно вкусный, легкий и очень освежающий десерт. Для десерта мне понадобится шоколадное печенье, творог, молоко, любая ягода, у меня малина, сахар, вода и желатин. Для начала желатин залью молоком и оставлю, пусть он набухает. И подготовлю ингредиенты для творожного мусса. В творог засыпаю сахар и начинаю пробивать блендером, частями вводя молоко. Если молоко влить сразу, то получится более крупинчатая масса. А если вливать постепенно, то получается более гладкая консистенция. Получилась вот такая консистенция. А тем временем желатин набух, и я его прогреваю короткими импульсами, где-то по 10 секунд в микроволновке, не доводя до кипения. Можно распустить его на водяной бане. В творожную массу добавляю ванильный экстракт. Вливаю желатин и все тщательно перемешиваю. И, кстати, массу можно блендернуть, чтобы она была более воздушной. Форму застелила пленкой и на дно укладываю печенье. Для начала ложкой выкладываю мусс на печенье, для того чтобы печенье не съехало и лежало ровненько на своем месте. А затем уже можно все остальное вылить аккуратно и разровнять. Творожный мусс убираю где-то минут на 10-15 в холодильник. А тем временем залью вторую часть желатина водой и оставлю набухать. А через 10-15 минут достаю творожный мусс и выкладываю второй слой печенья. Если бы я сразу уложила второй слой печенья, оно бы просто опустилось на дно. А в течение 10-15 минут мусс слегка загустел, и печенье можно укладывать. Форму накрываю сверху пленкой и убираю в холодильник. И пока творожный мусс охлаждается, подготовлю ягодный слой. Малину пробиваю блендером и перетираю через сито. Через сито перетирать не обязательно, но без косточек, конечно же, будет нежнее. Итак, в малину засыпаю сахар, перемешиваю и ставлю на огонь. И кипячу это малиновое пюре где-то минут 5-7 и убираю с плиты, пусть немного подостынет. Малина немного подостыла, для нее желатин точно так же. Импульсами прогреваю в микроволновке. Смешиваю с малиновым пюре, хорошо перемешиваю и оставляю до остывания. После того, как творожный мусс хорошо схватился, хорошо застыл, сверху добавляю ягодный слой. Все, и убираю десерт на ночь в холодильник. Форму сверху желательно затянуть пищевой пленкой. На следующий день десерт готов. Очень удобно его делать именно с вечера. Убираю форму и извлекаю его из пленки. И выкладываю на блюдо. Десерт получился очень красивый. Сейчас я его разрежу и попробуем на вкус. Кстати, такие желатиновые десерты очень хорошо разрезаются горячим ножом. Я нож окунаю в очень горячую воду, затем насухо вытираю и разрезаю. Вы только посмотрите, какой красивый разрез. Десерт получился шикарный. Отличное сочетание трех вкусов. Очень мягкий, нежный, кремовой консистенции творожный мусс, шоколадно-кофейное печенье и ягодный слой с легкой нежной кислинкой. Это просто невероятно вкусно. Очень советую приготовить такую вкуснятину. Если вам был полезен рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!